Посмотрите, какая у нас сегодня в рецепте вкусная пицца. Тонкое тесто, хрустящая корочка и много начинки. Приготовим с вами два вида – колбасную и сырную. Идеальное решение – приготовить их на выходные, собраться за просмотром фильма, сериала, мультика с детками или просто к приходу друзей. Приветствую вас на канале Куховарю. Давайте готовить вместе. Начинаем с теста. Оно у нас дрожжевое. В глубокую миску высыпаем чайную ложку сухих дрожжей, 1 щепотку соли и 2 щепотки сахара. Также добавим 1 столовую ложку растительного масла. Затем вливаем 250 грамм теплой воды и размешиваем. Оставим на пару минут, чтобы дрожжи растворились. А в это время возьмем муку 400 грамм. Муку будем вмешивать частями. В результате у нас должно получиться мягкое, гладкое тесто. Муки может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Сначала тесто удобно размешать ложкой, а когда оно станет густым – руками. Как же я люблю работать с тестом. Для меня это своего рода медитация. А вы любите готовить из теста? Какие рецепты ваши самые любимые? Вот таким должно получиться тесто, мягким и гладким. Миску смазываем растительным маслом и отправляем тесто в теплое место. Ждем, когда оно поднимется. У меня это обычно занимает час-полтора, зависит от температуры в помещении. Теперь займемся начинкой. Нам нужен будет сыр, желательно побольше, и желательно пару видов, так как вторая пицца будет сырная. В основе у меня сыр моцарелла, поэтому его тру больше всего. На 2 пиццы нужно примерно 250-300 грамм. Теперь порежем еще один вид сыра для сырной пиццы. У меня камамбер или бри. Вы же можете добавить ваш любимый. Главное, чтобы он отличался по вкусу. Сыр приготовили. Теперь эту тарелку отставляем и приступаем к начинке для колбасной пиццы. Мы чаще всего делаем именно с колбасой, но вы можете добавить любое мясо или ветчину. Теперь нарежем помидор. Вообще начинка в этой пицце может быть любой. Выбирайте любимые продукты и экспериментируйте. Возвращаемся снова к тесту. Оно уже хорошо поднялось. Разделяем его на 2 части, из них получится 2 большие пиццы. Берем пергамент, смазываем немного растительным маслом и начинаем формировать круглую основу для нашей пиццы. Я сначала разминаю тесто в круглую лепешку, вот так, а потом будто выталкиваю тесто от середины до краев, надавливая и немного растягивая его. Из-за того, что мы смазали пергамент маслом, тесто легко по нему скользит. Не бойтесь сделать основу тоненькой, в духовке тесто еще немного поднимется. Готово! Давайте начинять. Первая пицца будет колбасной, поэтому начнем с кетчупа. Далее выкладываем сыр, а сверху на сыр помидор и колбасу. Мы еще часто добавляем грибы, но в этот раз обошлись без них. Еще немного сверху присыпем сыром, чтобы начинка оставалась сочной. И переносим на противень. Отправляем разогретую до 220 градусов духовку примерно на 7-10 минут. Достаем уже готовую пиццу.
как же вкусно пахнет! И какая она получилась румяная и сочная, а бортики хрустящие. Теперь быстренько готовим сырную и также отправляем в духовку. Для этого возьмем 1-2 столовые ложки мягкого сыра, у меня Филадельфия, и наносим первым слоем. Я его немного нагрела в микроволновке, чтобы легче было распределить по тесту. Теперь слой тертой моцареллы, а сверху на нее кусочки сыра камамбер. Такая сырная пицца получается очень вкусной. Мы всегда ее готовим вместе с колбасной или мясной. Отправляем в духовку также на 7-10 минут. Обычно, пока печется первая пицца, я начиняю вторую. А потом, пока режу готовую, вторая успевает испечься. Получается быстро и удобно. Посмотрите на нее, очень аппетитная. Обязательно попробуйте приготовить оба варианта. Уверена, вашей семье понравится. Друзья, благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, я всегда вам рада. Желаю всем самой вкусной пиццы и отличного настроения. Встретимся в новом видео.